Народ, здорово, и с вами на связи Александр Горудов. И постоянно поступает один и тот же вопрос. Почему не видно солнца ночью, и почему, если в России день, то в Америке ночь? И почему, если в России зима, в Америке лето? И ответ он очень простой, присылает картинку, лампу, покажу прям, нет, надоело, для дебилов просто. Люди показывают, что не умеют мыслить. Вот лампа вот так вот. Картинку. Берут карту плоской Земли вот так вот. Почему у нас не всегда день? Почему ночь наступает? Они не учитывают расстояние до Солнца и вообще незнакомые с теорией плоской Земли. Они в гелиоцентрическую систему ставят маленькую плоскую Землю и говорят, почему не все время день, почему от Луны тень не падает в форме блина и так далее. Ну, то есть такие тупые вопросы для тупых. И я решил ответить просто-напросто. Что это постоянно. Людям отвечаешь, а они делают вид, что не слышат. Как будто отупели. А ответ-то простой. Мне понадобится лупа. Такая лупа. Такая же, как купол Земли. Мне понадобится фонарик. Все просто. Простые материалы все показывают. Я экспериментировал с очень разными фонариками. И суть в том, что от Солнца... Вот этот фонарик, например, под прямым углом дает лучи света. До Земли они никогда не доходят под прямым углом, как если было бы с шарообразной Землей. То есть Солнце дает треугольник, когда светит. И вот модельки карты азимутальные, модельки карты плоской Земли. И стена, пенопласт. И теперь я покажу вот простым примером, почему мы ночью не видим Солнца, почему Солнце не видно все время. Потому что люди думают, что Солнце 145 миллионов километров и очень далеко. А Стрэнджер это доказывал, что это не так. И эти доказательства, они просто неопровержимы, их еще никто никогда не опровергал, они точные, точнее просто некуда. И я вам показываю ответ на этот вопрос, почему не видно Солнце ночью, и почему, когда в Америке день, а в России ночь. И вот эксперимент, это прямо в снегу, линза и модель Земли, но без воды. Как будто если была бы только все Земля без воды. То есть здесь уже видно, что половина линзы освещена, половина нет, половина в тени. Вот где свет, там день, где тень, там ночь. То есть вот модель плоской Земли, вот ответ. Всем, кто сомневается, кто не понимает такой простой вопрос, вот ответ. А вот уже более точная модель. Здесь первая бумага, линза, вода опять не учитывается, линза и стена. И уже видно часть инь-яня. Проявляется внизу тоже, это все модель тоже, как будто все сплошная земля, воды нет. То есть вот часть линзы в свете, часть линзы в тени. Тень – это ночь, свет – это день. Все просто. Вот Россия – день, Штаты – ночь. И наоборот. Штаты – день, Россия – ночь. Не ровно половину, по-разному. Вот фонарик. Здесь уже совершенный эксперимент, но фонарик не тот. Здесь дифракционная решетка, внизу это учет воды. С учетом воды, вот видите, как точно идет фигура инь-яня, даже хвостик видно. То есть здесь идет дифракция от воды, учет земли и воды. Самый точный эксперимент, секретные разработки я вам скидываю. Вот стена. Лупа. Или то, что делает купол. Эти островки – это Земля. И
под ней дифракционная решетка, а даже две. Дело в том, что вода создает дифракцию, и свет отражается, и из-за этого отражения возникает хвостик на инь-яне, и вы сейчас увидели секретную разработку. Вот видите, дифракция отклоняет свет, и вы видите острова Земли не там, где они сейчас есть. Это дифракционная решетка или имитирование воды. Вы увидели секретную разработку. На дифракционной решетке лежит Земля. Уже на Земле купол, и наверху Солнце. Вот ставим купол. Купол — это имитация газов. Просто газовая среда. Все, что наверху, газы, воздух, благородные газы, аргон и так далее, это купол. Стена, лед, пенопласт хорошо ее отражает. И вот берем фонарик и светим. Свет отключили, вот видите. Часть купола освещена, часть нет. Где свет, там день, где ночь, там тьма. И точно так же, где солнце больше, там лето, где солнце меньше, там зима. Вот и полноценный ответ на этот вопрос. Вот видите, прям фигура инь-янь. Только что ее увидели, она, оказывается, существует. И где-то в декабре, когда на России зима, фигура инь-янь присутствует прям конкретно. Вот как видите, так и есть, прям с хвостиком. А когда в России лето, овал. Вот фигура инь-яня конкретно. И по инь-яню светит солнце, освещает. Где ян, там день, где инь, там ночь. И справедливо также отметить то, что где ян, там лето, где инь, там зима. Вот вы видите, солнце небольшое, маленькое. Это Эратосфен и Кассини вычислили. Все вычисления Стрэнджер проверил. Действительно, до Солнца 6000 километров. Астрономы нам лгут и обманывают нас, и с этим мириться не надо. Надо все проверять. Все расчеты. Треугольники проверили, нет там миллиона километров. Там 6000 километров. И быть не может там миллиона километров до Солнца. То есть подставили известных математиков Эратосфена и Кассини, которые вычислили правильно, а данные они записали неверно. И вот другая страна, то есть Россия и Америка. День и ночь. По этой модели все сходится по плоской Земле. Когда в России лето, тогда дни короткие. Когда в России зима, тогда дни длинные. Вот инь-янь, вот освещение солнца, и вот по такой траектории свет освещается. А здесь из-за того, что фонарик, он засвечивает в некоторых местах, а у нас не засвечивает. Вы знаете об этом, то что аномалий особо нету и не было. Солнце всегда светит стабильно. За это надо благодарить Создателя. Вот освещение солнца, это я играю, отражение от линзы, от стены очень слабенькое отражение. Если кто не знал, основное отражение идет от самой линзы и от дифракции. От стены слабенькое отражение, то есть тоже была ошибка, то что отражается от стены, нет, от стены почти не отражается. Отражается от самой линзы и от дифракции от воды. Линза и вода. Стена очень слабо дает отражение, только вот этот край инь-яня создает. А это все вместе, все три создает линза, создает дифракция и в-третьих создает стена. Основная причина появления этого хвостика – это дифракция. Это свет, когда падает на воду, и если из-под воды сверху на солнце смотреть, вы будете видеть его в радуге. Вот сейчас фигура инь-янь.
Вот так светит солнце и освещает нашу землю. Где свет, там день, где ночь, там тьма. Делитесь этим роликом в соцсетях, показывайте всем, кто не верил, всем, кто задавал вопросы или те, кто хотят задуматься. Делитесь ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, везде и в Одноклассниках. Везде делитесь, подписывайтесь на канал и увидите первые опыты. И эти опыты еще никто до дифракции не додумался. То, что вода создает дифракцию, а вот он инь-янь 100%. Существует, и над нами солнце светит в форме инь-яня. И это уже, вот этот опыт прямо сейчас я доказываю и показываю. Не забывайте ставить пальцы вверх, делиться в ютубе, рассказывать друзьям и показывать это видео. Потому что оно доказывает то, что солнце светит формой инь-янь. И земля плоская.